Привет! Давай представим, что 2025 год– это компьютерная игра. Знаешь, что я скажу на этот счет? Спасибо нечестным отзывам, или, я не знаю, действительно кому-то понравилась эта игра, но мне она никак вообще не понравилась. Кроме скримера, здесь не было ничего больше, за что можно было бы зацепиться, за что можно было бы действительно похвалить разработчика. Разработчик, прими меры, ничего не понятно? Ну, у кого-нибудь как, вообще есть новогоднее настроение? Нет, только не это опять, с меня хватит. К черту это дерьмо. Иди нахер. Возможно, в этом году вы неоднократно задумывались о будущем, о том, как все будет дальше. И, возможно, вы так же, как и я, тревожились по различным темам. Перемены, должно быть, показались странными. Будто вот-вот должно случиться что-то плохое. Это дерьмо начинает становиться сраным безумием. Но, в конце концов, как бы не было трудно, все равно в душе каждого из нас есть вера в добро и в то, что дальше все-таки будет лучшее будущее. Но ты не переживай. Все будет хорошо на этот раз. Ты сможешь выбраться. Поверь мне. Все будет хорошо, потому что мы с вами в это верим. Ну, я приняла решение за всех, и я этим не горжусь. А так как ни у кого нет новогоднего настроения, включая меня, я уже даже забыла, что это такое. Нам срочно нужно его нарабатывать. И на этот случай я предлагаю пройти сегодня, конечно же, новогодний инди-хоррор. Называется он «Экспресс номер 6» и как бы продолжает серию хорроров, которые происходят в необычных местах. Но нет, разработчик этого хоррора не Dark Phobia Games, это какой-то другой русский разработчик. Напомню, что Dark Phobia Games — это разраб, который делает игру о менте про египетские пирамиды, и недавно мы совсем проходили хоррор Lightkeeper, ссылка на который появится сейчас вверху экрана. В общем, это что-то от русского разработчика, что-то в новогодней тематике, и, возможно, нам удастся залутать чуть-чуть новогоднего настроения. Поехали! И, собственно говоря, неожиданное место, где будет происходить хоррор, это поезд. Это вот максимально неожиданно. Я не припомню игру, которая была бы про поезд. По крайней мере, хоррор. Ну, самое очевидное, что всплывает в голове, это, конечно, серия игр «Метро». Там все время какой-нибудь движущийся поезд такой, или что-то подобное все время фигурирует. Все затекло. Надо пройтись, размяться по вагону. Наше имя, к сожалению, не подписано. Старый телефон типа LG-шки или Samsung, что-то такое. Семечки солнечные, подсолнечные, шампусик. Ну, это Колян. Он напился шампанского в канун Нового года, как typical Russian man. И, собственно, залег спать. А? О, взаимодействие на мышку, прикольно. Ну, кстати, вот эти вот сапоги Санты, или как они называются, не сапоги, вот эти вот носочки, в которые ложат подарки, кладут, извините. Это не типично для России. Я так понимаю, здесь нам Россию хотят показать. Но носки это действительно нетипично, как-то непонятно. Но это все равно. Ну, то есть это больше Merry Christmas, чем Новый год. Ага. Мне интересно, сможет этот хоррор нас напугать или нет? Жалко, нет этого увеличения на правую кнопку мыши. Я вот хотела увеличить, присмотреться. Откуда здесь котик? Пирожки фигурные. Во, кстати, typical — это граненый стакан в подстаканнике. Мы как-то, собственно, одному человеку в возрасте подарили вот такой вот стакан с подстаканником. Короче, но он его юзать не стал. Ну, для него как бы есть что-то такое в воспоминаниях приятное, связанное со стаканом, но при этом он его использовать что-то не хочет. А что, надо пройтись по вагону, просто ходить и все? Здесь вообще пусто. А есть кто? Может, Новый год отпразднуем? Опа. Ну, да, вайб НГ есть. Подожди, двери-то две. Занято, сука! Сорян, извини. Так, ну здесь, да, типично. А интересно, где мы едем? По-моему, мы тупо едем по ЖД-станции какой-то.
Елка около туалета. А, можно свет включить. Ладно, ну поперлись в другую сторону сходим. А что тут с вертикальной синхронизацией какие-то проблемы? Включить. Я не знаю, кто ее отключил. А? Мне кажется, что она в принципе не включается. Смотри, картинка как-то все равно рвется. Настройки, временное масштабирование. Зачем? Включить. Может, глобальное освещение на среднее поставить? Ну, просто так. Хорошо, вроде все в порядке. Но мне кажется, вертикалка не включается. Ну и пофигу. Ой, что-то чая захотелось. Если русский человек делает инди-хоррор, то он обязательно захочет в нем пить чай. Я не знаю, вот у нас русский разраб, он как бы считает то, что пить чай это окей, это должно быть в каждой игре. Экспресс номер 6. А, ну хорошо, извините. Экспресс номер 6, Шевелева Н.И., проводник вагона номер 1. А чего они от меня хотят? Ну да, ощущение, что мы едем по какой-то станции. Может, нам вот сюда? Это вообще дверь? Не, ну я считаю то, что мы сделали все, что можно. В туалете на нас наорали. А, вот котик встал. Смотри, фига у него глаза светятся. А сесть, присесть никак. И прыгнуть никак. И приблизить мышку тоже камеру никак. Почему-то все вагоны пустые, я что-то не пойму. А, наверное, это глюки, все происходит в нашей голове. Ну, фактически, код поменялся. Код встал и включил свет. Вроде бы здесь света не было. Угу. Колян дрыхнет. Да, Колян, спи, ладно, что уж там. А может здесь нужно включить свет? Не, ну тогда к подаркам пошли. К подаркам, ну их взять нельзя. Странное задание пройтись по вагону. Но я подозреваю то, что мы тупо ждем включения, ой, не включения, а срабатывания какого-либо скрипта. Ну какой-то у вас, знаете, у вас какой-то тухлый НГ. Кроме Коляна никого нет. А, нет, кроме Коляна еще есть проводник. Потом чувак, который сидит в туалете. Все. А, надо было что-то съесть, что ли? О, чай. А, может, мне надо было кому-то что-то отнести? Колян, чаек будешь? Странно, зачем я взяла стакан? Что-то... А, коту консервы. Чё к чему в этом хорроре происходит? Ну да, классные механики у вас. Очень интересно. А, проводник, тебе нужен стакан? А, вот что это значит. Так вы бы поточнее формулировали как-то свои задания-то. Нифига себе, как я должна была понять? Это что, бойлер, что ли, какой-то? Вообще не шарю в этом. Кто в поездах шарит? Я не шарю. У меня очень ограниченные знания о поездах. Так, кот, ты покушал? Такое ощущение, будто можно было что-то тыкнуть. Но, скорее всего, это было наведение на дверь. Так, ну чё, Колян, выпьем за тебя. Остывает, пока пойду схожу в туалет. Ага. Пока не выпьем, отмена. Отмена. Сейчас нам нужно с мужиком в толчке как-то договориться, чтобы он вышел. Просто прошло уже полночи, он все там сидит. Знаешь что, я зову проводницу. Ой. Как можно сходить в туалет, если он там заперся? А если там газовая атака какая-то?
Ужасные условия, конечно. Ну и? Может, нам нужно что-то взять? Как-то выманить мужика. Слушай, давай мыслить нестандартно. Выманить мужика из толчка. Интересное задание. Может быть, надо найти его номер? Так, кот наелся и спит. Ну, кстати, это вообще... Подожди-ка, это шпроты. Вообще соленую же пищу нельзя есть животным. Ты чё, главный герой, ку-ку, что ли, получается? Я что-то... У кого есть коты, скажите, им же нельзя шпроты. Я так понимаю, что вообще-то так нельзя поступать. Так а может здесь есть туалет какой-то запасной? Ну, типа, вдруг вот это тоже туалет? Куда можно еще нестандартнее мыслить? Пойду, говорит, схожу в туалет. Ну, Колян мне не помощник, конечно, в этом деле. Так бы можно было вдвоем пойти и напрячь мужика, чтобы он вышел. Но что-то вот в этом вагоне в темном меня напрягает. Мне кажется, что вдруг можно что-то тыкнуть. Не, можно только закрыться. Кстати, а может огнетушителем его? Что такое? Что же еще такое найти? Я думаю, сейчас будет пиксель-хантинг. Мы будем искать, что нам тыкать. Или вот так, ну, как бы... А тебе как, в туалет по-большому или нет? Я, конечно, ничего не предлагаю, но выглядит как укромное место. Ну, это, конечно, нехорошо так делать. Да. Кнопка, вот эта вот кнопка переключения света, это единственное, с чем я могу взаимодействовать в игре, в принципе. Просто остального ничего нет, ничего не работает. Не, на самом деле у меня есть идейка на этот счет, как мужика выдворить из туалета. А может, это и не надо делать? Какая-то еще кабинка есть, но она не работает. Давай мыслить как typical Russian man. Это что, это кнопка? Нет. Если мыслить как typical Russian man, то нам нужно взять какую-нибудь заточку и сковырнуть замок. Как думаешь? Не, ну по любасу есть какое-то взаимодействие. То есть что-то нужно сделать с мужиком. А если я буду осматривать даже потолок? У себя никакой заточки я не вижу. Может взять отшпрот вот эту банку? Кота нельзя погладить, свет нельзя выключить. А что ж такое? А что же делать-то вы предлагаете? Проводнице пожаловаться? Ну-ка, если я закрою дверь. Не-не-не, огнетушитель. Нет. Чаек тоже нет? Не, ну она не хочет. Так а что? Ты куда на пол-то писаешь? Господи боже. Серьезно? Так а здесь был туалет? Я уже начала мыслить, как этот русский человек. Руки помыть. Не, черный туалет, черная раковина и розовый ёршик. Это очень оригинально. Капец. Не, ну, вроде бы просто, но не просто. Знаешь... Теперь можно и полежать немного. Иногда в хорроре ты думаешь, как я могу до этого не догадаться? Ну, как я могла не догадаться? Ну вот так. Так, Колян, ну все. Полежать немного... Подожди. А это что, не моя кровать? Или я сверху Коляна? Да нет. А где я сплю, получается? Я здесь, что ли, сплю? Или у кота?
Да, уж эти хорроры, в которых ты не понимаешь, что делать. Может, знаешь, может в этом особый какой-то прикол? Я вот сейчас хожу, и я просто натыкиваю на левую кнопку мыши. То есть, знаешь, я просто вот сейчас раз 10 уже тыкнула мышкой. Не, вот этот разраб, он мне максимально непонятен. Я, кстати, от этого разработчика не проходила еще игры. Ну, то есть я посмотрела, какие он еще игры делал. Это не единственная его игра. Это его 5-я там или 6-я игра. Я действительно их не проходила, я их даже не видела. Не знаю, почему так. Так, ну все, типа, можно спать? О, так надо было дверь закрыть, разработчик! Разработчик, прими меры, ничего не понятно? Как же я устал. Все надоело. Неинтересная работа, тупое начальство, бесконечная суета. Ради чего все это? Как хорошо, что в пути можно хоть немного отдохнуть от всех проблем. Ну, Колян! Год выдался особенно тяжелый. Год, кстати, да, я вот только в начале видео тебе говорю про 2025. Колян! Похоже, сосед что-то не то съел. Здесь уже нечем дышать, надо скорее выйти из купе. Ты чё, ему гороховую кашу, что ли, предлагал? Жесть! А тут я не знаю, честно, я не профи в поезде, тут можно открыть. Пассажиры, добро пожаловать в экспресс номер 6. Вас приветствует начальник поезда Михаил. До Нового года осталось всего 30 минут. 30 минут? Наполняйте бокалы, накрывайте на стол. С наступающим Новым годом и Рождеством. Слушайте, ну я лучше пойду с котом пить. А, кстати, где кот? Пойду проветрюсь в тамбур. Не хватало еще проспать весь праздник. Ну и чё ты тут напроветриваешь в тамбуре-то? Я так и знала, что Колян нам какую-нибудь свинью подложит. Проветриться, а может нам вот до Меня сюда? всегда успокаивало смотреть в окно при движении поезда. Да. Только кажется, что ты в какой-то временной петле ездишь. Там... Что за... Видимо, мне показалось. Все это Надо видели? пойти отдохнуть. Я даже вздрогнула, реально. Возможно, когда у тебя атмосфера праздника, ты реально не ожидаешь того, что что-то может вылезти или какой-то резкий звук произойти. Интересно. Кот, скорее всего, кот тоже на меня вылетит. Опа, а как так? Максим, у меня живот прихватило. Ты же врач, подумай пока, что со мной не так. Смотри, у тебя диарея от чрезмерного поедания гороха вместе с майонезом и семечки солнечные, подсолнечные. А потом все это ты еще приправил курицей с яйцами и шампанским. Мой диагноз звучит как диарея. Диарея от шпрот. Не, шпрот ты, походу, съел наш главный герой. Ну у вас понос. У вас понос, что я скажу еще? А мне надо было ложиться спать, я просто хочу найти, где Колян-то. Ну, Колян, получается, выгнал того мужика. Мне даже, знаешь, я за отношения Коляна и мужика, который засел в туалете, переживаю больше, чем за свои. Блин, где теперь Коляна искать, я даже не знаю. По туалетам прошлась, там что-то ничего, не алё. Проводница. А, проводник молчит. Здесь его нет. А мне точно надо его искать? Так, ну-ка, а если в туалет еще раз? А, крышку закрыть. Фига, прикол. Блин, я, короче, обошла уже весь поезд на 3 раза, и нигде ни Коляна, ни кота не видно. Мне кажется, он вместе с котом и с чуваком из туалета сбежал. Только вопрос, куда? Спать я не могу, лечь, если что. По классике вещей ничего сделать не могу. У меня появилась записка, и все. Я не знаю, эта игра, она супер неочевидная. Тут вообще непонятно, что делать надо. То есть я вот сейчас иду на 10-й раз уже по этим комнатам, и в них тупо ничего не происходит, ничего не меняется. Но если я закрою дверь, например...
Трунь, можно читать записку, это мы уже читали. Можно залезть на второй этаж, нет? Блин, а может фиг с ним, с Коляном-то? Ну, пусть он там ушел куда-то, может просто спать лечь. Тут вообще взаимодействие какое-то может появиться? Подумай, что со мной не так. Может мне поспать и подумать? О, нужно удерживать колесо, и тогда будет офигенный зум. Жалко, что на правую кнопку мыши зума нет. Закрыть. О, это Пиксель Хантинг, настоящий разработчик. Чего? Я должна целиться, понимаешь, определенный пиксель. Поступила информация, что в первом вагоне заложена бомба. Срочно покиньте вагон. Они живые! Спасайтесь! Кто живые? Что за херня? Что тут происходит? Надо срочно остановить поезд. Таймер. А как я остановлю поезд? Похоже, бомба здесь. Закрыто. Похоже, надо найти ключи. Найти ключи. Хорошо, 6 минут 40 секунд. Хорошо. Мы бежим туда, в район проводника. Черт, это тренировка на быстрое решение проблемы. Я так не умею. Ну вот красный свет. Кусачки. Кусачки, сахар. Ключи. Пиксель Хантинг сраный, как так? Да-да-да, кусачки. Ты понимаешь, чтобы взять предмет, нужно просто вот так вот четенько к нему прицелиться, вот в пикселик вот этот вот, и на него ровно тыкнуть. Ну, разработчику надо меры принимать, конечно. А чё, я профессиональный разминатор туалетов. Разминирую любой туалет любой сложности. Черт, а что мне делать-то с этими кусачками? Подожди, кусачки, он говорит найти ключи. Если кусачки для разминирования, то... откуда у меня эти знания, кстати? То ключи-то я не взяла. А их, собственно, и не видно. Подожди, значок какой-то, перчатки. Может быть, нужно пройти куда-то вперед? Вот сюда, например? Нет, похоже, все происходит вот здесь, вот в этой комнате, в проводнице. Проводницы, перчатки, ключи, что-то, чтобы выломать дверь. Может быть, свет включим, нет? Так, сахар не поможет. Что ж такое-то? А похоже, ничего нельзя взять, кроме этих кусачек. Хорошо, ладно, 5 минут. 5 минут, ключей точно здесь нет. А у меня в комнате они не могут появиться. А, вот, смотри, что-то. Смотри, что-то вижу. Офигеть. Разраб добавил мигающий объект, что? Леденец минутка, плюс 1, не дай празднику прерваться. Леденец минутка. Съедаем леденец, и у нас плюс минута. Хорошо. Я профессиональный минер туалета. Выбирать не надо. А что делать тогда? Не понимаю. А где леденец? Так, а что не так-то? Почему 40 секунд? Пипец. Ну, мы попали, конечно. Открывается какой-то вагон, но смысла нет. Смысла нет, леденцов тоже нет. Может быть, здесь что-то? 12 секунд. Мне кажется, мы проиграли. Мы проиграли 100%. Спрячусь здесь. Ну все, я не могу ничего сделать. Ты даже с этим не смог справиться, неудачник.
А, вообще некрасиво так говорить мне. В смысле, ты вообще кто? Иди во второй вагон. Тебя там ждет сюрприз. На каком основании ты говоришь, что я неудачник? В смысле? Это что, пельмени? Там пельмень, походу, лежит на столе. Иди во второй вагон. Это второй? А, может, мы перейдем, кстати. Перейдем из этой локации в другую, что ли? Да. Так, я иду задом, потому что ни черта вообще не видно. А, реально переход. Проводник вагона номер 2. Ой. Раз. Мигает огонек. 2. Кукла сделала шажок. 3. Зайчонок встал к стене. 4. Шар дрожит в окне. 5. Медведь сказал: не верь. 6. Отсчет иссяк. Теперь ты здесь. Как бы мурашки пошли. Слушай, я даже думаю о том, что мы сможем напугаться сегодня. А вдруг этот разраб реально намутил что-то страшное? Теперь ты здесь. Ну, я вообще-то могу и вернуться. А, не могу. Значит, что-то сделать здесь надо. А, дверь открылась. Просто по скрипту так. Раз, и все. А я ничего не вижу. У меня тоже черные экраны, вот светится только елка. Упа. Похоже, нужно поискать ключи, а лучше отмычки. А ты что, мастер на все руки, как ты отмычкой будешь пользоваться? Поискать ключи, ну вот это задачка. В хорроре на Pixel Hunting искать ключи? Не, ну спасибо, конечно, спасибо, разработчик. Ну мячик меня куда-то ведет или нет? Это был скример, но я не видела. Мы просто так тебя не отпустим. Прояви смелость. Попробуй пройти дальше, если сможешь. Так, мышка, колесо. Смотрим через камеру. Внутри подарка что-то находится. Нажимай V для того, чтобы включить это видение, да? Типа ночное. Внутри подарка что-то находится. В. А что такое В? Ну вот я нажимаю. Колесо. Удерживая колесо, я делаю вот так вот. Там матрешка. И чё? Подожди, или не надо удерживать? Что-то не могу сообразить. Хоп. Бита с гвоздями. Это мы в какой-то зомби-апокалипсис попали? Ну, типа, мне надо просканировать подарки, да? А в чем смысл данной механики? Подожди, я не поняла. Какая-то кукла, что ли, двигалась? И что такое было? Что такое было? Меня напугал кто-то? А я уж думала, меня и не напугает ваши хорроры. Так, опять подарки. Только зачем мы их сканируем, я не понимаю. Мозги. Мозги, мишка. Но он что-то повернулся. Может, это скрипт так срабатывает? Как-то странно вот эта штука работает.
она работает не странно, она просто работает на удерживание колеса. Я пытаюсь колесо вертеть вверх-вниз, а его просто нужно удерживать. Так, что, трубочка? А что такое мигает? Не, то, что это кишки, я понимаю. Что? Часть страницы из газеты. Новости недели, видимо. Приблизить. Года при проведении чего-то скончалось. Рождение Мих. Пали, пялось. Пали, пялось. Ничего не понятно. Могли бы какой-нибудь отрывочек побольше показать? Что это такое за трубочка? Мне ее надо нажимать? Чё? Фу, мясо какое-то. Мешок не сканируется. Не понимаю, что за трубочка. Вроде ничего нету. А что-то внезапно страшно стало! Внезапно страшно стало! Так, а записку-то как прочитать? Может быть, нам нужно собрать это? Часть страницы из газеты. А, их собирать надо было. Прикинь. Да что ж такое-то? Как вообще этот хоррор меня так напугал? О, я думал, это молоток, это нога. Хорошо, допустим, мы, нажимаем взять. Ну, и явно там не 2 отрезка из газеты нужно взять. Их явно там где-то 4. Ну, судя по их размеру. Например, В. Нет, все-таки включить. Туалет. Туалет, конечно. Дверь закрыть. Ну, просто, возможно, за дверью была бы какая-то записка. Но я не наблюдаю такого дела. Так, изначально он нам говорил вообще про ключи либо отмычки. На елке ничего такого нет. Но, значит, теория только одна. Мы с тобой какие-то вагоны не прошарили. То есть где-то мы бумажки еще не взяли. Ну, раз мы поняли, что делать, и это никак не относится к ключам, кстати, давай тогда смотреть на бумажки. Может, где-то они прям хитро запрятаны, например, на 2-м этаже. Так, вот здесь трубочка какая-то, или не знаю, что это такое. Это какой-то... Ну, это как раз есть... так это и есть отмычка. Зацени. Ну, похоже на отмычку. Ну, в какой-то степени. Так почему... так мне надо наводиться, чтобы взять. Опять я не поняла разраба. Что там надо... Вот прям вот в этот пиксель навестись. Ну-ка, сердце. Нахождение каких-то странных предметов в подарках вырубает какие-то скрипты или что? Так, елка на месте, вроде все хорошо. Вот она и есть, смотри. Как нажать сюда? 2 отрезка мы собрали, еще один большой такой остался. Все пон. Все пон. Мозг посмотрели. Здесь Мишка отвернулся. Здесь какой-то фонарь. Не могу понять. Вот она. Все. Я даже не вижу, что это. Ну как оно меня пугает?
Читаем. 9 декабря 2005 года при проведении операции на сердце в областной клинике скончалась 7-летняя Мария Б. Главный кардиохирург учреждения Максим Петрович Т. заявил, что медики сделали все возможное. Я сделал все, что представлялось возможным, но, к сожалению, девочка погибла. Прошу прощения у родителей девочки за то, что не смог сотворить чудо. Родители ребенка с позиции врача не согласны и уже направили жалобы в ряд инстанций, настаивая на том, что имела место врачебная ошибка. Ну на самом деле, если вот это вот все приблизить к настоящей реальной жизни, то врачебная ошибка эта штука не смешная. То есть в основном, да, такие как бы, скажем, убитые горем родственники как бы начинают это делать. В общем, не будем лезть в дебри, но это имеет место быть. Главное, чтобы они разбирались вообще, что говорят. Непростая тема, я скажу. Вот поэтому нам сердце показали. Но как конкретно это на этом хорроре завязано? У нас же есть отмычка-ковырялка, точно. Так, ну-ка, давай ковырять вот это. Мы же брали палку такую загнутую. А может их нужно 2? Вот это закрыто. Может быть, есть еще одна часть этой отмычки? Потому что иначе я не понимаю. А еще на фоне есть какой-то звук, будто что-то передвигается. Прикинь, оказывается, был вагон. Ну, комната, в которую мы не заходили. Это видно только при зеленом свете, короче. А сканировать надо? Ну, просто мне дали эту механику. Почему нет? То есть, когда я выключила камеру, вообще видно ничего не было. Получается, у меня есть уже 2 части отмычки, и мы, скорее всего, пройдем вперед. Просто я не понимаю, к чему разраб эту историю про операцию на сердце прилепил сюда. Но, возможно, мы поймем. Так, ну давай, взломщик. Ковыряйся. Молодец. Ни черта не видно. Экспресс номер 6, проводник вагона номер 3. Что такое? Уже батарея у камеры разрядилась. Я думала, какой-то датчик движения. Достаточно громкие звуки здесь. Раз. Коробки у стены. 2. Гирлянды холодны. 3. А кто с нами говорит? Ярлыку веди. 4. Чернила всплыли изнутри. К ярлыку веди, что это значит? Бумажный острый крест. 6. Увидел. Вводишь 9. Кто написал эти стихи, они кривые какие-то? Коробки у стены, гирлянды, зум к ярлыку веди. Какой зум? Какому ярлыку? Вы чё? Вы там о чем? Вы чё там, куку все или чё? Может, на вас надо нажать как-то? Так я, оказывается, могу приближать просто на колесико. Ну это сложно.
А, вот какие-то тетрадки, какие-то... Может, нужно идти по листам? Хотя, в смысле идти по листам, если я и так по листам иду? Вагоны не открываются. То есть, если я буду приближать, это мне как-то поможет? Так, эта дверь закрыта. Здесь за дверью ничего нет. Вот листик тоже лежит. Нажать надо на вот это? О! Открой ключи в одной из коробок. Открыть все коробки. То есть меня пустят в эти... В комнатки-то? Нет, а может только одна будет какая-то открыта? Ключи в одной из коробок. Здесь вообще-то коробок нет. А, ну вот тут есть. Нет. Нет, это не то, что нам нужно. Так, это я уже ухожу? Да, это я иду назад. Вот эта коробка? Нет, это листик, он как будто завис. Коробка. А может еще коробки на втором? Нет, ничего нету. Может быть, мне будет поочередно открывать эти вагончики? Ну, кстати, да, похоже. Печенькин. Ну, Печенькин, это тоже такая чисто не Russian тематика. Ну, матрешка как бы, да. Ой. Было не страшно, но громко. Так, а вот здесь ничего нету. Расписные штучки. Чё вы там хоррорис с вертикалкой, блин? Мне кажется, мы его и так пройдем. Типа, смотри, вертикальная синхронизация, она включена. Она включена, но не работает. Ну, нам придется понять и простить. О, я что-то подобное, подобную эту шкатулку я точно видела. То ли у своей бабушки, то ли где. Короче, она была еще вот такая вот маленькая. Сделана из металла. Ну, не из рак-металла, а из обычного металла. И на ней были тоже такие какие-то кружавчики, какие-то узорчики. Вот что-то такое я прям припоминаю. Я уверена, что сейчас ее нет. Ну, в доступности. Но я помню вот такую вещицу, похожую на это. Открыть, что там такое? А, это эти... Взрывание, подрывание. Короче, смотри. Вот так выглядит бесполезная трата денег. Супер бесполезная трата денег. Я предпочитаю вообще, чтобы кто-то запускал, а я смотрела. Могу и не смотреть, как бы. Мне от этого ничего в жизни не меняется. Будто мы вообще в какой-то другой локации, да? Экспресс номер 6. Схема вагона номер 3. Здесь должна быть ручка стоп-крана. Ручка стоп-крана, хорошо. И что вы хотите? Ищи камера плюс батарея. Экспресс номер 6, камера плюс батарея. Туалет, 1, 2, 4 комната. От туалета, отсюда тоже 4. Типа, это намек в 4 комнате найти свою камеру плюс батарею. Но камеру-то я не выбрасывала, у меня просто батарейка кончилась. Ну вот аккумулятор.
И я включила, и что? Подсвечиваю колокольчики. А, ну они просто хотят, чтобы я реализовала эту механику еще раз, да? Или что? Нам нужна, скажем так, не маленькая такая ручка. Так, не маленькая такая ручка. В туалете это было бы очень просто, да? Так, ну половину мы точно осмотрели. Здесь вообще пустая коробка. Бумаги. Так, еще елочные игрушки. Прикольно было бы, если бы внутри матрешки была ручка. А игрушки зачем мы собираем? На трупа елку повесить? Или на вот эту? Так, у проводника что-то еще какие-то игрушки. То есть нарядить елку. Почему взаимодействия нет? Ну это очевидно, мы 3 комплекта игрушек уже взяли. У меня, знаешь, мурашки пошли, но в целом как-то такая нагнетающая атмосфера, это было ожидаемо. Ну хватит, что ты там стучишься все время? Подожди, вот это что ли нарядить надо было? Я думала нарядить елку в вагоне, а нам надо было трупоелку нарядить. Здрасте, а вы кто? А, ты мне ручку приготовил. Все, можно двигать. А сколько скримеров в этой игре? 1000? 1010? Как вот разраб их на каждом углу вставляет? Ну давай крутить. Это все авария алярма. Я прячусь за сиденьем. Все, я сяду здесь в уголке. Вы были случайно отобраны победителем в нашем предновогоднем квесте, поэтому для вас был организован персональный сценарий. Все, что происходило, было частью игры. Поздравляем с успешным Нифига себе, частью игры. Компания по организации квестов «Жизнь». Если потеряли вкус к жизни, мы всегда вам поможем. Так это мы потеряли вкус жизни после вашего квеста, а не до него. Вот это шутки. Это твоя уникальная открытка. Почти у всех разные. Ее сделал живой человек, чтобы поздравить тебя. А, актуально, живой человек, да. Пусть увидят твою версию. Свол! Поздравляю, ты дотянул до конца этого праздничного кошмара. А теперь выключай видеоигры и марш в гребаный зал. Новый год, новый ты. Пора становиться свол. А кто такой свол? Это аббревиатура какая-то? Я чего-то не понимаю. Дотянул до конца. А почему именно в зал надо идти? Может, что-то другое поделать?
Все поздравления, которые вы увидели, написаны живыми людьми из хоррор-комьюнити с искренними эмоциями, настоящими пожеланиями. Специально для вас. От автора. Спасибо, что играете, смотрите, стримите, делитесь впечатлениями, помогаете этому проекту жить. Каждый ваш отзыв, скриншот и рекомендация другу – это еще один шаг к следующей игре. То есть имеется в виду то, что вот эти вот поздравления, которые в финале игры с открыткой, они сделаны не с помощью и вездесущего, а хоррор-комьюнити какое-то есть у этого разработчика. Я об этом не знала, пока мне об этом не сказали, но, в общем, то есть какой-то реальный человек это написал, это имеется в виду. Так, ну давайте подведем итоги. Я не любитель там сильно осуждать игры, если в них хоть что-то есть. Как я уже и говорила, это не первый проект этого разработчика, но я играю в игру этого разраба впервые. Очень много проблем здесь с взаимодействиями, потому что тебе буквально нужно вот навестись на один пикселек и на него тыкнуть для того, чтобы взять какой-то предмет. В целом, вот эта вот механика с камерой, она понятна. И достаточно быстро я с ней разобралась, но вот начало игры, оно меня прям поставило в ступор. Потому что непонятно, где искать Коляна, какое задание тебе дали, что тебе нужно делать дальше. То есть вот начало игры, оно максимально было непонятное, при этом оно было достаточно атмосферным и прикольным. Что касается скримеров, несколько раз я напугалась. Не то чтобы прям подпрыгнуть, но это заставило меня понервничать, скажем. При этом потом дальнейшие скримеры, они пугают своим звуком, но ощущается так, будто бы ты их уже начинаешь ждать после тех первых, на которых ты обкакался. Ну и, короче, как мы узнали, задумка этой игры в том, что все происходящее является хоррор-квестом. И записка, которую мы собирали, ни о чем не говорит, она просто была придумана, причем придумана из достаточно таких жизненных ситуаций. Ну, я бы для хоррора такие ситуации все-таки как-то поменяла, сделала их более мистическими, что ли. Но я не разработчик, поэтому дело, это, говорится, не мое. И если этот хоррор смог подарить тебе хотя бы каплю новогоднего настроения, то, значит, со своей задачей он справился, и все у него классно. Мне в целом понравилось, никаких отрицательных эмоций нет. Нормальная игрушка на 4 из 5 точно. Всем желаю хорошего предновогоднего настроения. Давайте хотя бы немножечко его накопим для того, чтобы хотя бы на короткий срок отключиться, отстраниться от своих проблем. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. И не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.